Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В предыдущих моих видео были ногти в зеленых, синих, розовых, фиолетово-персиковых тонах, а вот в желтом не было еще ни одних. Четко и информативно приступим. Большой и указательный у меня с градиентом. На большом я уже выполнила и покажу это теперь на указательном. В качестве подложки ноготок перекрываю плотным белым гель-лаком и его не просушиваю, посыпаю прозрачной акриловой пудрой. Ноготок переворачиваю, стучу по пальчику, чтобы остатки пудры осыпались, и просушиваю 1 минуту. После того, как ноготок просох, жесткой щеточкой тщательно очищаю от остатков пудры. Из моего арсенала 10 оранжевых не нашлось подходящего оттенка, поэтому на палитре смешиваю неоново-оранжевый и ярко-желтый. И получаю такой промежуточный цвет оранжево-желтый. Его наношу у кутикулы где-то 2-3 мм. Градиент буду выполнять в один слой, если не считать белую подложку, пересыпанную акриловой пудрой. Следующий цвет наношу кистью из флакона, где-то примерно на треть ноготка. Это насыщенно теплый желтый, затем слегка выбеленный теплый желтый. И на оставшуюся область белый. Кистью для градиента, разметающими движениями из стороны в сторону, даже я бы сказала растирающими движениями, перемешиваю цвета между собой. Для начинающих эта техника вообще огонь. Цвета перемешиваются очень легко и быстро, и в принципе уже вот такими разметающими движениями получается достаточно ровный и плавный градиент. Я же, чтобы довести градиент до идеала, прохожусь еще вот такими стягивающими движениями, чтобы растянуть еще более плавно цвета между собой. По необходимости дорабатываю у боковых валиков, прохожусь точно так же сверху вниз. И не просушивая, тонкой кистью возле кутикулы наношу вот этот яркий оранжевый насыщенный. И немножко растушевываю, чтобы получить плавный переход и не было вот этого белого кантика вдоль кутикулы. Просушиваю градиент 1 минуту. Затем ноготок перекрываю под втирку глянцевым топом без остаточной липкости. Делаю это слегка выравнивающим слоем и контролирую, чтобы не было никаких изъянов, мусоринок или пузыриков воздуха, иначе втирка все это подчеркнет. Топ просушила ровно 1 минуту и вглаживаю аппликатором втирку единорог. В залипательный момент обычный градиент превратился в металлический. Для стопроцентной носибельности мягкой пилочкой подпиливаю торец. Остатки излишки втирки смахиваю кистью. Торец промазываю сначала ультрабондом, или он же бескислотный праймер, и затем тонко базой для гель-лака. Ее фиксирую 10 секунд в лампе и перекрываю ноготок тем же глянцевым топом, хорошенько запечатывая торец. Просушиваю минимум 1 минуту и вытираю кожу вокруг ногтя от остатков втирки. На оставшиеся 3 ногтя, мизинец, безымянный и средний, наношу все тот же плотный белый гель-лак. Делаю это в один слой, промежуточно каждый ноготок просушиваю по 30 секунд. И уже после того, как нанесла гель-лак на все ногти, окончательно просушиваю 1 минуту. На этих ногтях я напечатаю понравившиеся мне с интернета и заранее сохраненные картинки. Итак, все ногти перекрыла, просушиваю окончательно минимум 1 минуту. А тем временем познакомлю с моим помощником, переносным принтером для ногтей. Модель моего принтера M1 Pro, в комплектацию входит все необходимое, чтобы купить его, распаковать и напечатать всем желающим все, что они хотят. Подробнее ознакомиться с данным принтером и заказать можно на официальном сайте. Ссылку на него оставила в описании под этим видео. Nail маской, как назвал производитель, или еще называют Skin Defender, промазываю кожу вокруг ногтя, чтобы во время печати не испачкать чернилами принтера. Высыхает она на воздухе и образует такую резиновую пленочку. Затем мизинец перекрываю принт-гелем, тонким равномерным слоем. Его не просушиваю, и по нему по жидкому и идет печать. Соединяю свой телефон и принтер по сети Wi-Fi. Далее открываю специальное бесплатное приложение. В нем могу выбрать либо стандартные бесплатные картинки, уже имеющиеся в приложении, либо свои, сохраненные с телефона. В свободном доступе в интернете я нашла обои для рабочего стола в виде кожуры ананаса.
Сохранила на телефон и теперь выбрала в качестве картинки, которую напечатаю на ногте. Подстраиваю картинку, как мне необходимо ее расположить, выбираю область. В правом верхнем углу нажимаю кнопку, и мобильный принтер соединяется, и внутри принтера включается камера. Помещаю палец внутрь принтера. На экране телефона вижу, как располагается мой палец, где боковые валики и как будет располагаться картинка. Выбрала прозрачный режим, а затем нажимаю на кнопку «Печать». Завораживающий процесс космических технологий запущен. На моих длинных ногтях и картинки я выбираю достаточно плотные, область печати плотная. Такая картинка печатается примерно за 40 секунд. Картинки выбираю с хорошим разрешением, минимально 1900 на 1200. Мой ноготок готов. И я аккуратно нажимаю подушечку, которая его прижимала, чтобы во время печати он хорошо стоял и не двигался. Аккуратно вынула ноготок, чтобы не свести, так как принт-гель жидкий. И если мы заденем верхнюю часть, то ноготок придется перепечатывать. Вот такой вот он глянцевый, насыщенный, в жидком состоянии. Ставлю на 1 минуту в лампу, и после просушки ноготок становится матовым, что и свидетельствует, что он хорошо просох. Так как мои ноготки длинные и они достаточно выпуклые, печать по бокам буквально по 1,5 мм слегка высветлено, как бы не допечатано у боковых валиков. Чуть позже я покажу, как исправляю это. Тем временем подготовила следующий ноготок для печати, прокрасив его принт-гелем. Вытерла внутри принтер, чтобы не испачкать палец. Для наглядности телефон ставлю на принтер, чтобы было видно и процесс, и картинку. Палец аккуратно помещаю в принтер, нижняя подушечка отщелкивается и хорошо прижимает, чтобы палец во время печати был недвижимый. Выбрала картинку на телефоне. Это вот такие вот ананасы в разрезе. Задаю область печати. Могу напечатать всю картинку или только какой-то фрагмент, перевернуть, развернуть, отразить. Выбрала, сохранила. В приложении есть еще такая функция, кнопочка, нажав которую картинка автоматически подгоняется под форму и размер ноготка. Нажимаю «Печать», и залипательный процесс запущен. Самый, наверное, завораживающий момент. Покажу поближе. Часть картинки уже напечатана, и внутри ходит вот эта каретка. Вот так происходит эта магия и чудо технологий. Итак, картинка напечатана, и аккуратно вынимаю пальчик. Принт-гель жидкий, и картинка глянцевая. Вот так это будет выглядеть в глянцевом варианте. Убираю телефон, чтобы не мешал, пододвигаю лампу и просушиваю 1 минуту. После полимеризации картинка становится полностью матовая. Затем то же самое проделываю со средним ноготком. Точно так же промазала его принт-гелем, установила внутрь принтера. Картинка у меня будет та же, но придется мне ее заново выбрать, чтобы выбрать область печать. Область печати задаю немножко другую. Это уже будет соседний фрагмент. У меня получается как продолжение. Один ананас начинается на одном ногте и продолжается на другом. Картинку подогнала по размеру ноготка и как мне необходимо, чтобы она расположилась, и нажимаю «Печать». Печать самой картинки длится от 20 секунд до 40, в зависимости от размера и плотности самой печати и картинки. И третья картинка готова, напечатана. Аккуратно вынимаю пальчик. Немножко потерялся у меня фокус. Вот такой вот ананасик в жидком, в глянцевом состоянии. Принт-гель у меня чуть-чуть попал на боковые валики, но там у меня Skin Defender, и я прям так отправляю сушиться в лампу. Ноготок просох и стал матовым. И на этом этапе снимаю вот эту нейл-маску Skin Defender. Снимается оно такой вот резиновой пленочкой, тоже самый приятный момент. Далее на ту же палитру, где смешала оранжевый с желтым, добавляю тот же ярко-желтый, слегка выбеленный теплый желтый. Перемешиваю каждый цвет с соседним, намешивая таким образом промежуточные цвета. И немножко докрашу, доработаю бока, где-то у кутикулы и где-то сами кончики, чтобы не было каких-то пустых областей. Тем самым все картинки получаются монолитными от одного бокового валика до другого. Делаю я это круглой кистью шириной 2 мм, и занимает это не больше 1-2 минут. Просушиваю 1 минуту и перекрываю ноготки матовым топом с мелкими золотыми блестками. Для наглядности показываю непросушенный матовый топ, как этот ноготок будет выглядеть в глянце. Фиксирую половину времени и по очереди перекрываю каждый ноготок. Перекрыв все ноготки, окончательно хорошо просушиваю минимум 1 минуту.
Безумно люблю поиграть с фактурами, и я обожаю совмещать матовые и блестящие ногти. Поэтому тонкой кистью и густым глянцевым топом без остаточной липкости наставляю объем на листья и сердцевину ананаса. Также топ можно заменить конструирующим гелем или каким-нибудь джемти-гелем. Наставляю по несколько элементов, и чтобы они не расплывались и не растекались, фиксирую 3-5 секунд в лампе. Таким образом по очереди наставляю все элементы, и если где-то необходимо, дублирую объем. Окончательно просушиваю, и мой вау-маникюр ананасовый готов. Что скажете? Как вам такая идея сочетания фруктового летнего маникюра? Надеюсь, это видео вам понравилось, было интересным и информативным. И не забывайте ставить лайки, так я вижу, что вам нравится мой контент. А также не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых видео!